aslında kadının sevgilisiymiş. Nasıl yani? Aynı evde. Nasıl desem dilim varmıyor böyle bir çirkinlik. Siz Nur Hanım, siz bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda ne söyleyebilirim? Bana çok yabancı. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Сможет ли Нур добиться того, чтобы Нека, убившего ее отца, посадили в тюрьму? Продолжит ли Джован поддерживать Лейлу, несмотря ни на что и всех, как он сказал? Приведут ли деньги и пистолет в сумке, которую Лейла принесла в качестве доверенного лица Мали, к проблемам для нее? Если выяснится, что Туфан не убивал Хильми Бея, смогут ли они с Серап воссоединиться? Сможет ли Ферда узнать, что именно Нур убила ее ребенка? Что сделает Нур Мелих Бей, чтобы не допустить его разоблачения? Когда Мали объединилась с Нур и сказала, что Лейла была той, кто виноват в смерти ее ребенка, Ферда напала на Лейлу. Как Лейла накажет Мали за то, что она снова не смогла вести себя и подчинилась Нур? Что планирует сделать Лейла, которая благодаря Бахар нашла деньги Мали, спрятав их в доме Семы Ханем? Снова ли Нур наймет Кадера, который сообщил ей о деньгах, украденных Мали и Текином, когда Нур не смогла их найти? Расскажет ли мать Лейлы, госпожа Сема, что у нее рак? Сможет ли госпожа Сема справиться с этой болезнью? Сможет ли Нур Мелих убедить Арзу не разводиться с ним, как он хочет? Сможет ли Нур осуществить свой план по отговорке Мелиха и Арзу от развода с помощью своего адвоката Фезы, которого она поместила вместе с Арзу в ассоциацию? Сработает ли план Сельмана Бея и его сына Туфана обвинить в аварии своего старого друга Такоза? Нарушит ли Туфан Бей договор со своим старым другом Такозом и отправится ли он в тюрьму вместо него? Как Мали, у которой есть видеозапись того, как Нур душит Хильми, будет использовать ее против Нура? Отправится ли в тюрьму Нур, который задушил Хильми после аварии? Борьба Нур за то, чтобы посадить Нека, которого она считает ответственным за смерть своего отца, в тюрьму, станет для нее расплатой, а также стремлением к мести и справедливости. Нека попытается угрожать Нур или манипулировать ею, чтобы правда об этом убийстве не была полностью раскрыта. Однако Нур готова действовать и рискнуть всем, чтобы отомстить за отца. В этот момент прошлое Нур и Нека вступят в игру, и личная вражда между ними еще больше осложнит события. Нека попытается оказать на Нур давление не только физически, но и психологически. Если Нур удастся собрать доказательства, она сможет привлечь Нека к ответственности и, наконец, привлечь к ответственности убийцу своего отца. Однако в этом процессе грязные игры, которые Нека играет с Нуром, также поставят под угрозу жизнь Нура. Джован, со своей огромной любовью и преданностью Лейле, хочет защитить ее от любой опасности. Несмотря на то, что проблемы, которые создала Лейла, и ошибки, которые она совершила, проверит терпение Джована, Джован прислушается к своему сердцу и постарается быть рядом с Лейлой, несмотря ни на что. Внутренний конфликт, который Джован переживает со своей семьей, может испортить его отношения с Лейлой. Джован будет бороться как со своей семьей, так и с окружающими его опасностями, желая защитить Лейлу и быть рядом с ней. Однако темное прошлое Лейлы и гнев внутри нее заставят Джована пойти на крайние меры. Независимо от того, сможет ли Лейла выздороветь или нет, Джован усомнится в своей преданности ей. В сумке, которую Лейла забрала из Мали, находятся деньги и пистолет, и эта деталь достаточно важна, чтобы навлечь на нее неприятности. Эта сумка сможет повлиять не только на отношения между Мали и Лейлой, но и на жизнь других персонажей в окружающем мире. Хотя деньги могут помочь Лейле выжить и стать сильнее, наличие оружия заставит ее столкнуться с опасными ситуациями. Лейла может использовать эти деньги, чтобы обрести власть и получить рычаги воздействия на окружающих ее врагов. Однако наличие оружия может еще больше осложнить ситуацию. Когда оружие попадает не в те руки, это может обернуться неожиданным убийством, перестрелкой или актом мести. Эти два предмета в сумке возвещают о переломных моментах в жизни Лейлы, а также укрепят ее отношения с Мали.
Открытие того, что Туфан не убивал Хильми, станет важным поворотным моментом в его отношениях с Серап. Когда станет ясно, что Туфан невиновен, препятствия между ним и Серап исчезнут, и шансы на их воссоединение возрастут. Серап, возможно, отдалилась от Туфана из-за того, что произошло в прошлом, но раскрытие правды может заставить Серап снова приблизиться к нему. Это воссоединение станет большой угрозой для Нура, поскольку объединение Серап и Туфана может перевернуть все планы Нура с ног на голову. Если Серап простит Туфана, давление на Нура возрастет, и планы мести Туфана могут вступить в силу. Однако со временем станет ясно, примет ли Серап эту правду и снова доверится Туфану. Когда Ферда узнает, что Нур виноват в смерти ее ребенка, это потрясет ее мир и заставит ее ощутить сильные чувства мести. Шок, который испытает Ферда, когда этот инцидент станет известен, изменит все равновесие. Правда о том, что Нур стал причиной смерти ребенка, заставит Ферду задуматься. Если Мали будет хранить эту тайну, ситуация станет еще сложнее. В то время как Ферда проявляет злобное отношение к человеку, ответственному за смерть ее ребенка, Нур строит новые планы, чтобы не допустить раскрытия этой правды. Когда Ферда узнает эту правду, она может попытаться отомстить Нуру и предпринять гораздо более жесткие действия. То, как Ферда поступит в этой ситуации и как она будет налаживать отношения с Лейлой, станет одним из решающих моментов сериала. Мелих Бей знает секреты Нура, и эти секреты представляют для Нура большую угрозу. Нур может угрожать Мелих Бею, манипулировать им или пытаться заставить его замолчать, делая ему другие предложения, чтобы он не выдал себя. Теперь Мелих Бей имеет огромную обиду на Нура и может поставить его в затруднительное положение, раскрыв эти секреты. Нур разработает различные стратегии для устранения угроз Мелих Бея. Она может поделиться некоторыми секретами или направить другие угрозы в адрес Мелих Бея, чтобы контролировать его. Какую бы позицию ни занял Мелих Бей в этот момент, механизм контроля Нура вступит в действие, и этот процесс сделает отношения между ними еще более напряженными. Мали будет работать с Нуром, чтобы сказать Ферде, что Лейла виновата в смерти ее ребенка. Эта информация сведет Ферду с ума, и она испытает огромный взрыв гнева по отношению к Лейле. Ферда, возможно, захочет напасть на Лейлу, потому что эта информация будет для нее неприемлемым оскорблением. Пока Лейла пытается защитить себя, она понимает, что Мали на самом деле искажает факты и сотрудничает с Нуром. Этот инцидент еще больше разлучит Лейлу и Мали, и у Лейлы возникнет желание отомстить Мали. Гнев Ферды может привести к потере контроля и причинению вреда Лейле. Когда Лейла благодаря Бахар найдет деньги Мали, она задумает спрятать их в доме Семы Ханем. Эти деньги станут для Лейлы одновременно и безопасностью, и способом гарантировать ее будущее. С этими деньгами Лейла может рассмотреть возможность получения рычагов, воздействия на Мали и укрепления своей позиции. Однако обнаружение места, где спрятаны деньги, может поставить Лейлу в затруднительное положение. Лейла, возможно, планирует использовать эти деньги, чтобы окончательно избавиться от Мали или укрепить свои отношения с ним. Однако претензии Мали на деньги и то, что она сделает, чтобы вернуть их, осложнят планы Лейлы. Когда Кадер, человек, который нашел деньги Мали, передаст эту информацию Нуру, Нур может снова рассмотреть возможность нанять Кадера. Кадер будет действовать как своего рода шпион Нура и продолжит следить за Мали и снабжать его информацией. В этом процессе Кадер может подвергнуть себя опасности, поскольку раскрытие секретов Мали также поставит под угрозу ее жизнь. Пока Нура уверена в преданности Кадер, она будет продолжать держать ее рядом с собой. Однако насколько надежна Кадер и насколько она будет предана Нуру, покажут предстоящие события. Сообщит ли Сема Лейле, что у нее рак или нет, станет важным событием, которое изменит динамику их отношений. Лейле предстоит пройти тяжелое испытание перед лицом этой болезни, проявив преданность и любовь к своей матери. Если Сема Ханем расскажет эту правду Лейле, она переосмыслит, что она может сделать для своей матери, и ее желание проводить с ней больше времени возрастет. Однако Лейла, возможно, не сможет должным образом заботиться о болезни своей матери, поскольку ей приходится бороться с Мали, Нуром и другими проблемами в этом процессе.
У Мали есть видео, на котором Нур душит Хильми, что дает ему большое преимущество перед Нуром. Это видео позволяет ему контролировать Нур, угрожая раскрыть ее темную тайну. Мали может пригрозить Нуру, показав ему имеющееся у него видео. Зная, что Нур на самом деле виновен в смерти Хильми, Мали может контролировать поведение Нура, сказав, что он раскроет это видео. В частности, это может помешать Нур причинить вред своему окружению или построить опасные планы. Нуру, возможно, придется подчиниться воле Мали, чтобы ее убийство не было раскрыто. Таким образом, Мали защищает себя от планов и интриг Нура. Благодаря этому видео Мали может удержать Нура на своей стороне. Он использует это видео как козырную карту, чтобы не дать Нуру выступить против него или попытаться предать его. Зависимость Нура от Мали сделает ее более послушной ему. Таким образом, Мали может манипулировать Нуром в своих целях. Злые планы Нур обычно направлены на то, чтобы навредить окружающим или максимально удовлетворить собственные интересы. С помощью этого видео Мали может разрушить планы Нура. Особенно, когда Нур пытается навредить Лейле или кому-либо еще, Мали может остановить Нура, сказав, что он раскроет видео. Таким образом, он может вмешаться в опасные действия Нура. Нур может быть персонажем, заботящимся о своем социальном статусе. Мали может пригрозить предоставить видеозапись кругу общения Нура или властям. Если видео будет обнародовано, будет разрушена не только личная жизнь Нур, но и ее общественная репутация. Столкнувшись с этой угрозой, Нур может быть вынужден действовать так, как того хочет Мали. Мали может шантажировать Нура, передав имеющиеся у него видео Туфану или полиции, считая его самой большой угрозой. Если это видео попадет в руки полиции, убийство Нура будет раскрыто, и он, скорее всего, сядет в тюрьму. Если Туфан узнает эту правду, давление на Нур возрастет еще больше. Мали может использовать эту угрозу, чтобы держать Нур под контролем. Из-за этого видео у Нур может случиться серьезный психологический срыв. Мали способна использовать страх Нур, чтобы манипулировать ею эмоционально и ментально. Стресс и чувство вины сделают Нур слабее и хрупкие. Мали может обратить эту ситуацию в свою пользу и взять Нур под полный контроль. Мали может решить сотрудничать с Нуром. Он может пригрозить ей видео и заставить Нур поддержать его и действовать сообща. В этом случае Нур не сможет предпринять никаких действий против Мали и будет вынужден подчиниться его планам. Таким образом, Мали сможет взять Нур под полный контроль и использовать ее в своих интересах. Видео в руках Мали – мощный инструмент, способный разрушить жизнь Нура. Мали будет использовать это видео как инструмент давления на Нура, чтобы ограничить его передвижение, контролировать его и направлять его в соответствии со своими интересами. То, как Нур отреагирует на эту угрозу, станет напряженной и захватывающей частью истории. Отправится ли Нур, задушивший Хильми после аварии, в тюрьму или нет, будет зависеть от того, как будут развиваться события и как будет раскрыто убийство. Если Нур удастся скрыть факт убийства Хильми, она, возможно, сможет сохранить свободу на некоторое время. Однако, если появятся свидетели или доказательства, это убийство не оставит Нура в покое. Никто, возможно, не заметил, что Нур убил Хильми, но это может измениться, когда в более поздних эпизодах сериала появится неожиданный свидетель или улика. Особенно если Туфан или Серап начнут расследовать правду о смерти Хильми, преступление Нура может быть раскрыто. Если Нур не скроет совершенное ею убийство, ей не удастся избежать правосудия и ей грозит тюремное заключение. Действия, которые предпримет Нур в ходе этого процесса, также будут очень важны. Если ему удастся взять ситуацию под контроль до того, как появятся какие-либо подозрения или доказательства смерти Хильми, он, возможно, избежит тюрьмы. Однако, если он раскроет другие преступления или солжет, чтобы скрыть это преступление, все станет еще сложнее, и эта ложь может через некоторое время обернуться против него. Попадет ли Нур в тюрьму или нет, будет зависеть от того, как будут развиваться события и как другие персонажи будут расследовать это убийство. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео.
Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.